привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банни Тильда. Сегодня я предлагаю связать вот такие ботинки. Так вот они смотрятся, сзади сильно не топорщится, более так облегают ножку, хорошо подойдет для брюк. В принципе, для платьишка, для юбочки, если связать их для девочки, более девчачьими цветами. Вязала я их из пряжи Yarnard Jeans, кроме горчичного цвета. Горчичный цвет — это Газал Jeans. Я вязала из остаточков, номер цвета, если что, 1125, здесь в 50 граммах 170 метров. Номера этих цветов, к сожалению, не скажу, я постараюсь найти, где я заказывала, и напишу в описании под видео. Вязала я крючком номер 2,5, а также понадобятся ножницы. Ну и, конечно, если вам нравятся такие ботиночки, присоединяйтесь, мы свяжем их вместе. Только заранее освежите подошву, ссылка на нее будет в описании под видео. Итак, приступим. Поворачиваем подошву к нам лицом, вводим крючок там, где заканчиваем вязать подошву, огибаем столбик, выводим крючок назад и захватываем нить. Закрепляем. Вяжем воздушную петлю подъема. И теперь, откуда выходит ниточка, в эту же петлю вводим крючок и огибаем следующий столбик. Вяжем столбик без накида. И опять вводим крючок в эту же петлю, огибаем столбик и вяжем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Что ж такое? Довяжите так до конца ряда. Я довязала ряд и присоединяюсь не в воздушную петлю подъема, а в первый столбик этого ряда. Второй ряд вяжем воздушную петлю подъема и, начиная с этой же петли, вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Так вяжем до конца, но не довязывая последних двух петель. Я довязала до последних двух петель, и здесь нам необходимо сделать убавку. Первый столбик не довязываем, вытягиваем нить, и второй. 3 петли вяжем вместе. Присоединяемся в первый столбик этого ряда. Третий ряд вяжем воздушную петлю, и также, начиная с этой петли, вяжем этот ряд столбиками без накида до конца ряда. В третьем ряду мы убавки делать не будем. Четвертый ряд вяжем воздушную петлю подъема, и здесь нам необходимо сделать убавку в самом начале. Вводим крючок в эту же петлю, куда присоединялись в первый столбик третьего ряда, вытягиваем нить в следующий столбик и 3 петли вяжем вместе. Дальше весь ряд вяжем столбиками без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Присоединяться будем также в первый столбик этого ряда. Вяжем пятый ряд. Воздушная петля подъема, начиная с этой же петли, вяжем также столбиками без накида, но не довязывая 2 петли. Я довязала до последних 2 петель и вяжу убавку. Вот так. Шестой ряд вяжем без убавок. Начиная с этой же петли, вяжем столбиками без накида до конца ряда. Убавки в этом ряду мы делать не будем. Седьмой ряд вяжем воздушную петлю подъема и сделаем здесь убавку в начале. Начиная с этой же петли, вяжем убавку. И дальше вяжем столбиками без накида. Когда провяжете этот седьмой ряд, восьмой ряд провяжите самостоятельно без убавок.
Так, давайте довяжем 7 ряд, а затем провяжем 8 без убавок, просто столбиками без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Я довязала 8 ряд, нить обрезала и буду присоединяться в первый столбик этого ряда. Вывожу ниточку нас вперед и теперь вывожу ее назад. Возьму крючок поменьше и здесь закреплю. Вот так. Все, боковинки нашего ботиночка готовы. Итак, приступаем к вязанию мыска. Для начала давайте найдем центральную петлю, складываем пополам, ровненько. И вот наша центральная петля, отмечаем ее. Вот так. Теперь, не считая этой петли, отсчитываем 1, 2, 3 и вводим крючок в третью петлю за заднюю стенку петли. Сразу хочу сказать, что вязать мы будем мысок только за задние стенки. Берем ниточку и присоединяем. Кончик будем сразу ввязывать. Итак, начиная с этой же петли, вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее вяжем также за задние стенки петли 2 соединительных петли. Первая и вторая. Разворачиваем вязание. И теперь будем начинать не с первой петли, а со второй. Вот она. Секунду. И вяжем уже в обратном направлении. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик, самый первый столбик без накида. Теперь также вяжем 2 соединительные петли за стенку, которая ближе к нам. Крючок я ввожу перед вязанием, то есть вот так. Не совсем удобно, но можно. Вот так. Разворачиваем вязание. И теперь также начинаем не с первой петли, а со второй. Вяжем уже получается 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вяжем 2 соединительных петли, присоединяемся к боковинкам, разворачиваем вязание и уже также, начиная со второй петли, вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Также здесь присоединяемся к боковинкам. Почему первая петля всегда хорошо получается, а вторая не хочет. Разворачиваемся
И уже вяжем 11 столбиков без накида, также начиная со второй петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Больше мы прибавок делать не будем. А это значит, мы будем вязать не со второй петли, а с третьей. Итак, присоединяемся к боковинкам, вяжем 2 соединительных петли, разворачиваемся, и уже вот в эту вторую петлю, то есть она соединительная, мы не вяжем, начинаем именно с третьей, то есть наших столбиков. Будем вязать 6 рядов по 11 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Здесь также, конечно, присоединяемся к боковинкам соединительной петлей. Раз и два. И опять поворачиваемся и вяжем уже первый столбик, то есть от петли, от крючка третий, и вяжем 11 столбиков без накида. Смотрите, один ряд мы с вами провязали, это уже второй. Давайте второй свяжем вместе, а еще 4 свяжите самостоятельно. Связали 11 столбиков, присоединяемся к боковинкам, вяжем 2 соединительные петли. Затем разворачиваемся и начинаем вязать с первого столбика, вяжем 11 петель, также 2 петли соединительных присоединяемся к боковинкам. Итак, давайте свяжем еще 4 ряда. Итак, я довязала 6-й ряд. Далее мы будем присоединяться к боковинке только за одну петлю, то есть вяжем 1 соединительный столбик. Разворачиваемся. Здесь уже получается мы будем вязать со второй петли и вяжем 11 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И тут, конечно, тоже мы вяжем только 1 соединительный столбик. Вот так. Далее не будем вязать воздушную петлю подъема. Начиная со второй петли вяжем 2 соединительных столбика. Раз, два. Затем столбик обычный без накида. Затем полустолбик с одним накидом. И далее вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз, два и 3. И дальше в обратном порядке. 1 полустолбик с накидом. Далее обычный столбик без накида. И 2 соединительных петли. Раз, два. Все. Вяжем воздушную петлю, ниточку обрезаем и хвостик прячем. Наш мысок готов. Итак, приступаем вязать задник. Вот здесь вот отсчитываем
3 петли на мыске, полупетли. Вот они, первая, вторая, третья. Можно отсчитать, ориентироваться от этой, которая полная петля. Вставляем крючок, закрепляем нить. И начиная с этого же столбика вяжем 10 столбиков без накида. Получается за вот эти открытые полупетли. 2, 3. Дальше уже вяжем за обе петли, стенки петли. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше 16 столбиков вяжем полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьмую петлю можно сразу отметить, чтобы ее потом не искать. Нужно будет сделать здесь убавочку. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Далее вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и вот в эти полупетли 8, 9, 10. Все, разворачиваемся. Воздушную петлю подъема вязать не будем. И вот здесь по краям мы будем делать убавки. Вводим крючок в самую первую петлю, выводим нить, и также во вторую. И вяжем все 3 петли вместе. Теперь вяжем до отмеченной вот этой петли. Столбиками без накида будем вязать этот ряд. Так, снимаем маркер, вяжу еще один столбик и вяжу убавку. Вот так. Довязываем этот ряд до конца, но не довязывая последние 2 петли. Я не довязала 2 петли и вяжем здесь убавку. Разворачиваемся. Здесь также вяжем убавку, начиная с первой петли. Так, теперь вяжем 8, подождите, 1, 2, да, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее вяжем 15 полустолбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Дальше довязываем ряд столбиками без накида, также не довязывая 2 петли. И делаем убавку. Разворачиваем вязание, также делаем убавку и вяжем этот ряд до конца. На пяточке больше убавок делать не будем, поэтому давайте довяжем этот ряд до конца, также не довязывая 2 петли. Итак, я не довязала 2 петли, вяжем в них убавку. Смотрите, мы провязали 4 ряда, нужно провязать еще 2, то есть вот эта часть состоит из 6 рядов. Давайте свяжем их самостоятельно, не забывая делать убавки в конце и в начале ряда. Полустолбиками мы здесь больше вязать не будем, поэтому вяжем 2 ряда просто столбиками без накида, делая убавки в начале и в конце ряда. Давайте свяжем этих 2 ряда самостоятельно. Так, ну задник у меня готов. Так, сейчас это все смотрится. Теперь необходимо связать вот эти части, я не знаю, как они правильно называются, куда будут вставляться шнурочки. У нас здесь 6 рядов, соответственно, нам нужно сейчас связать 6 столбиков. Вот первый ряд, присоединяю ниточку сюда. Закрепляю ее и начиная с этой же петли вяжу 6 столбиков без накида. Вот в каждый ряд раз, затем вот первый, второй, третий, четвертый, пятый и вот в уголочек 6. Секунду. Где у меня этот уголочек? Вот он, уголочек 6. Воздушную петлю подъема. Здесь я не вязала воздушную петлю подъема. Разворачиваемся. Вяжем в первый столбик сразу столбик без накида. Воздушная петля. 1 столбик пропускаем. И вяжем 2 столбика без накида. Раз, два. Опять воздушная петля. 1 столбик пропускаем. И здесь вяжем самый первый столбик. Столбик без накида. Разворачиваемся. Воздушную петлю подъема не вяжем. Начиная с этой же петли вяжем 6 столбиков. Здесь под воздушную петлю вяжем 1 столбик. Затем 2 столбика. Затем опять под воздушную петлю 1 столбик. И в самый первый столбик 1 столбик без накида. Это у нас получились дырочки под шнурки. Все. Эта часть у нас готова. Ниточку закрепить необходимо и спрятать. Вторую часть свяжите точно так же, но здесь уже нужно набирать сверху. Нам нужна лицевая сторона, то есть с самого уголочка также 6 столбиков без накида. Разворачиваетесь, воздушную петлю подъема не вяжете, начиная с первого столбика петли с первой вяжете 1 столбик без накида, воздушная петля, 1 петлю пропускаете, 2 столбика без накида, воздушная петля, 1 пропускаете и в уголочек 1 столбик без накида. То есть точно так же свяжите вторую часть, как и эту. Я думаю, тут ничего сложного нет, справится любой. Так, у меня 2 части этих готовы. Вот так. Теперь давайте сделаем обвязку.
Берем ниточку, присоединяемся вот в этот столбик, который заднюю полупетля, вот она, и вяжем, закрепляем ниточку и вяжем за передние вот эти полупетли столбики без накида. Вяжем столбиками без накида до сюда. Итак, я дошла до вот этого момента. Сюда, в эту полупетлю, я тоже вяжу соединительный столбик. Здесь будем уже вязать соединительными столбиками. Так вот в каждую петельку. 2, 3. Здесь я свяжу воздушную петлю. И здесь уже начну также вязать соединительные петельки. В уголках в этих будем всегда вязать воздушную петлю, чтобы вот острый угол получился. Если этого не сделать, она будет полукругом. Я дошла до уголка, вяжу воздушную петлю и здесь также продолжаю вязать соединительными петлями. Вот так. На второй части, конечно же, сделаете то же самое. Здесь дойдете соединительными в уголках по воздушной петле и вот здесь уже присоединитесь и спрячьте, закрепите и спрячьте нить. Сюда я буду вязать также соединительную петлю. Давайте обвяжем ботиночек до конца. Итак, я закончила обвязку. Вот так вот все выглядит. Также я связала шнурочки из 80 воздушных петель. Хотелось бы, конечно, подлиннее, но мне не хватило нити. Это все, что у меня от нее осталось. Благо, что вообще хватило. На сегодня все. Всем спасибо, кто вязал вместе со мной. Желаю всем хорошего настроения и до новых встреч.